Я не сдаюсь. 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 Не сдаюсь. Привет, друзья! Давно не виделись, и у меня есть что вам рассказать. Прежде всего хочу извиниться за то, что пропал на столько месяцев. В апреле я планировала активно развивать канал, но все оказалось намного сложнее, чем я ожидала. Зато у меня теперь появилось много историй, которыми я хочу с вами поделиться. Если честно, я продолжала снимать материал весь этот период, но видео у меня никак не хотело получаться. Я планировала снять историю успеха, как я похудею на 20 килограмм, но я снова набрала вес, и это стало моим камнем преткновения. Я осознала еще больше, что эмоции и еда у меня тесно связаны, и когда у меня в жизни стресс, или я очень устала, то мне очень сложно контролировать, что я ем. Так что эмоциональное питание – это то, над чем, наверное, буду продолжать работать всю жизнь. Но несмотря на трудности, я не сдаюсь. Я не сдаюсь. Все эти месяцы я продолжала готовиться к 1/4 марафона. В августе у меня началось воспаление в ноге. Но когда наступил день марафона, 13 октября, я все равно приняла в этом марафоне участие и пробежала 10 километров с хвостиком. Как бонус мне даже взяло интервью местное телевидение. Этот момент стал для меня напоминанием, что сила внутри меня, сила внутри нас. И даже трудности можно превратить в мотивацию. Личные трудности у меня тоже были достаточно большие. Я больше не работаю участковой медсестрой, потому что я решила посвятить все время заботе о моем муже. Его здоровье требует большого внимания и поддержки с моей стороны. Иногда я утешаюсь едой. Стараюсь поддерживать себя йогой с постепенным возвращением к любимой зумбе. Я также больше провожу времени с Джоком. Джоки, come. Гуляю с ним почти так же, как и раньше, до того, как началось воспаление в моей ноге. Период, когда у меня было столько сложностей, научил меня больше прислушиваться к своему телу. Прислушиваясь к своему телу, я реанимировала свою утреннюю рутину и даже улучшила ее. Теперь я ее практикую каждое утро, и она меня заряжает на весь день позитивом и энергией. Если вам это близко, то можете по ссылке в описании скачать мою утреннюю рутину и попробовать начать день, как и я, с полезных привычек. Еще новость: я создала новый сайт на 4 языках, которые я знаю. Это русский, украинский, английский и нидерландский. В воскресенье у меня состоится первая в жизни этого канала рассылка для моих подписчиков. Не пропустите! Еще одно важное событие. Я начала писать книгу. Это история о девушке по имени Лина и ее жизненные выборы. Такие выборы случаются в жизни каждого. Книгу я назвала «Черное, белое и любовь». Моя цель – создать что-то значимое и личное, чем я хочу с вами поделиться. И еще одна новость. В последнее время я заинтересовалась искусственным интеллектом и стала изучать нейросети и использовать их в творчестве. Уже сочинила пару песен и сделала несколько иллюстраций для своей книги. Так что, если вам интересно, вы можете поддержать меня через Patreon, Buy Me Coffee или Boosty. Там я буду делиться эксклюзивным контентом и всеми моими экспериментами. Я также решила пересмотреть все свои соцсети и начать показывать себя такой, какая я есть, со всеми моими победами и поражениями. Быть настоящей Леной Феникс. Принимать себя такой, какая я есть, и показывать себя такой, какая я есть. И я хочу вдохновлять вас не на идеал, а на настоящую жизнь.
со всеми ее вызовами, радостями и открытиями. На этом канале я буду делиться своими способами улучшения качества жизни, работы с телом и работы со здоровьем, а также раскрытием своего потенциала. Присоединяйтесь ко мне в этом пути. Вместе мы можем достичь звезд. А еще лучше мы можем сами стать звездочками. Как в моей новой песне «Свети, будь звездой». На английском это «Shine, shine, be a star». Спасибо вам, что были со мной, даже в самые трудные времена. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления, заглядывайте ко мне на мой сайт и поддерживайте меня на Patreon или Boosty, если хотите больше эксклюзивного контента. До встречи в следующем видео на нашем пути к звездам. Feel the wind as you touch the sky.